Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видео мы шаг за шагом сверстаем главную страницу интернет-магазина. Это отличное руководство для новичков, которое поможет освоить основы верстки. Все будет простым и понятным, без сложного кода. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ну а мы начинаем! Итак, для начала создадим структуру нашего сайта. В нем у нас будут картинки ANG, папка нам пригодится, стили CSS, в ней расположим Style CSS и обнуляющие стили Reset CSS. Далее будут скрипты JS, в нем добавим script.js. И основной файл нашей страницы index.html. В нем мы создадим структуру. Для этого нажмем Shift и единичку, восклицательный знак. Далее Tab. Видим, структура появилась в нашей странице. В ней мы можем изменить название. Home, пусть это будет. И подключить стили и скрипты. Перед закрывающим тегом head пропишем link и укажем путь до стилей CSS, Reset CSS для начала. Скопируем и пропишем Style CSS. Перед закрывающим тегом body подключим наш JavaScript. Укажем путь JS, script, JS. После этого мы можем добавить обнуляющие стили. Я их заранее подготовил, чтобы не тратить время. В целом здесь ничего сложного нет. Мы убираем отступы по умолчанию, внешние, внутренние. Убираем подчеркивание у ссылок. В общем, все, что нам не нужно по умолчанию. Далее мы можем перейти к знакомству с макетом. Первым делом, когда я вижу макет, я стараюсь найти повторяющиеся элементы. Видим, что у нас есть слайдер. Возможно, его плохо видно, но если чуть-чуть увеличить, там действительно он есть. Точно такой же есть в конце нашей страницы. Ну, единственное, картинки другие. Также с третьим блоком мы видим то, что практически идентичные мини-блоки. Раз, два, три. Отличие в том, что расположение разное у контента и картинки. Но в целом абсолютно одинаковое. И это также нам поможет в верстке, облегчит нашу жизнь. Не облегчит. Это также ускорит наш процесс верстки. Видим еще блок на всю ширину экрана и текстовый блок. По поводу главного экрана можно также сказать, что он абсолютно простой. В нем есть фон, текст и ссылка. Сейчас плохо видно, но когда мы увеличим, все сразу станет понятно. Итак, мы уже немножко с ним познакомились, можно так сказать. Первые впечатления у нас есть. Очень приятное впечатление. Теперь нам надо узнать, какая ограничивающая ширина у данного сайта. То есть мы видим, что блоки,
как и на любом другом сайте, ограничены какой-то шириной, контентная часть именно. За исключением, наверное, вот этого блока, он на всю ширину. Так, в этом мне помогают обычно линейки. Для этого перейдем в меню и далее View. Найдем Rulers, рулетки, линейки. По-разному можно назвать. Видим, что они появились. Нажимаем и тянем за собой линию. Эта линия и будет началом нашего контейнера. Отлично. То же самое сделаем со второй линией. Видим, что она идет ровно по окончанию наших блоков. И теперь можем сделать замеры. С помощью клавиши R я рисую прямоугольник и измеряю ширину нашего контейнера. 1224, ну допустим 1225. Давайте сделаем, чтобы красивая цифра была. Здорово. Теперь нам надо узнать, какие шрифты используются на данной странице. В этом нам поможет плагин. Переходим также в меню и пытаемся найти плагин FontFest. Если у вас его нет, с помощью Manage Plugins устанавливайте и сразу же заходите в него. Он уже проанализировал всю страницу и подсказывает нам, что используется шрифт робота. Двух начертаний Regular и Bold. Regular основной, Bold единственное используется только для одного хэштега. Но в любом случае давайте подключим все равно. И Bold также. Для этого перейдем на Google Fonts и введем в поиске робота. Нажмем на него, далее Get Font, Get Empt Code и выберем способ подключения. Я обычно выбираю через импорт, потому что в стилях мне как-то удобнее подключать шрифты. Скопировали и вставили в наш Style CSS. Далее нам нужно убрать все ненужное, курсив и жирности, которые нам не понадобятся. Нам нужно оставить только 400, это Regular, и 700, это Bold. Теперь мы можем подключить в Body наш шрифт. Нам остается узнать размер шрифта основной и цвет. Давайте посмотрим. Для этого просто начнем кликать на текстовую часть. Например, на этот текст посмотрим в правом углу 24 пикселя. Это также 24 пикселя. Заголовки нам не нужны. Мы только конкретно текст пытаемся найти. 22 пикселя, 24, то есть чаще всего именно 24 пикселя. И основной текст, как я вижу, у нас именно черный. Давайте его скопируем. Color. И шрифт 24 пикселя. Также добавим дополнительно доступности для всех браузеров. И теперь мы можем прописать ширину ограничивающего контейнера, который мы с вами измеряли. Для этого для всех классов
у которых будет элемент контейнер. Максимальная ширина будет равна 1225 пикселей. Расположим по центру и добавим отступы по краям, для того чтобы контент не прилипал к краям экрана при низких расширениях. И теперь мы можем перейти к структуре index.html. В ней у нас будет шапка. Давайте покажу конкретно. Шапка, то есть header, и основная часть main. Футера подвала у нас, как вы видите, здесь нет. Ну, ничего страшного, можем обойтись и без него. Добавим header с классом header. В нем расположим контейнер. Под хедером у нас будет main с классом main. В хедере давайте сразу же проанализируем его. Мы видим верхнюю плашку и мы видим нижнюю часть шапки. И все это один хедер. Верхняя плашка, как мы видим, выходит за границы контейнера. Меню расположено слева, иконки справа, логотип четко посередине. Это важно для того, что мы не можем использовать просто свойства Flex контейнера. Здесь нам на помощь придет Display Grid. Итак, видим, что нижняя часть шапки состоит из меню, логотипа и иконок. Для начала добавим баннер. Он у нас будет вне контейнера. Баннер. Скопируем текст. В нижней части шапки у нас будет находиться меню. Меню вынесем в отдельный блок. Меню body. Делаем список. Добавим ссылки. И теперь мы можем скопировать наш код. Ссылки меню. Любимое занятие верстальщика, да и любого программиста. Ctrl-C, Ctrl-V. Далее. Меню есть. Помимо него у нас будет логотип по центру. И Actions. Actions Header. Можем сразу скачать логотип. Так, выделили. Выбираем SVG. Экспорт. Находим нашу папку AMG и подпишем лого SVG. Теперь добавляем изображение, указываем путь AMG лого SVG. Alt, icon, либо лого, не особо важно. Теперь мы также
скачиваем иконочки таким же способом. Можем их добавить в отдельную папку Icons, Search, поиск, далее избранное, Favorite, либо это личный кабинет, тут особо тоже нет большой разницы. Вот здесь мы видим 100% корзину карт SVG. Подключаем их. Пусть это будет список. Список с кнопками BTN. Укажем в них изображение, AMG, Icons, поиск, Icon. И то же самое для остальных иконок. Единственное, название будет разное. И для корзины. Супер. Теперь мы можем запустить наш лайв-сервер. Появилась у меня возможность это благодаря плагину. Если у вас он еще не установлен, обязательно установите. Очень удобно. Мгновенно видны все изменения в коде. После установки у вас появится в нижнем правом углу кнопка Go Live. Я нажму на нее и вижу все изменения, которые я вносил в индекс HTML. Теперь я хотел сказать, что можно перейти к стилям, но давайте добавим еще кнопку бургера для меню. Но нам понадобится на мобильных устройствах. Добавим button с классом header burger. Внутри него будут спаны. И теперь мы смело можем переходить в стили. Скопируем наши классы. Сразу сделаем шапку фиксированной. Position Fixed. Top 0. Left 0. Вид 100%. И Z-индекс укажем 50. Для баннера мы будем брать фон и цвет белый. Обычно для получения стилей я пользуюсь плагином Inspect Styles. Всем рекомендую его установить. Переходим в вкладку Код, нажимаем на нужный элемент и видим сразу фон. Копировать, ставить цвет. Цвет у нас будет белый. Мы также можем скопировать, но не все. То, что нам только понадобится. Все подряд нам не нужно. Да, также можем установить по центру. Смотрим, видим. Отлично, что-то очень похожее получается. Единственное, не хватает отступов сверху и снизу. Замерим их. С помощью нажатия клавиши Alt я могу посмотреть отступы сверху и снизу. 9 пикселей.
Это внутренние отступы, поэтому паддинг 9 пикселей 0. Супер. Теперь мы можем перейти к нижней части шапки. Сделаем ее грид контейнером. И расположим по центру наш логотип. Добавим отступы безопасности. Далее посмотрим минимальную высоту 72 пикселя. Min height. И расположим по центру вертикали. Сначала скроем наш бургер. Он нам не нужен. Видим, что логотип четко по центру. Единственное то, что наши иконки сместились к центру, но это не беда. Сейчас мы поправим. Header Actions. Justify Self. End. Отлично. Теперь перейдем к самому меню. Сделаем его флекс контейнером. И измерим отступы. 24 пикселя. Gap 24 пикселя. Сами менюшки. Сами наши ссылки будут 13 пикселей. Сразу же добавим плавности для наведения. Мы будем изменять цвет на синий. Также видим, логотип у нас не совсем по центру вертикали. Это также поправимо с помощью Display Flex и выравнивания по вертикали. Теперь для наших иконок также прописываем Display Flex и задаем отступ. Пусть будет 23 пикселя. Отлично. Видим, что ПК-версия нашей шапки готова буквально за считанные секунды. Теперь давайте адаптировать наше меню. Также выровняем наши иконки. Inline Flex по середине. И то же самое мы сделаем с пунктами меню. Меню Item. Также расположим их по центру. Теперь можем смотреть адаптив с помощью просмотреть код, либо F12. Сужаем наш экран. Видим, что проблемы возникают только на разрешении меньше 540 пикселей. То есть тут мы можем смело показывать наш бургер и скрывать меню. Давайте этим и займемся. Скроем его на разрешении большим 550. Для этого запишем медиазапрос и укажем минимальную ширину 550 пикселей.
мы указываем здесь. А именно header бургер скрываем. И теперь для header бургер мы можем прописать все нужные стили. Код для бургера я также заранее подготовил для ускорения процесса. В целом ничего сложного нет. Мы указываем ширину, высоту и создаем псевдоэлементы для span. В них мы указываем также ширину одинаковую и высоту для всех. Единственное, мы выравниваем псевдоэлементы относительно нашего бургера, то есть линии, по разному соотношению. То есть относительно верха берем 13 пикселей, 6 пикселей и минус 6 пикселей. Также мы сразу прописали стили для активного бургера. То есть при наличии класса Active наш бургер будет трансформироваться в крестик. Сейчас мы пропишем этот код в JavaScript. После полной загрузки дерева дом мы выполняем анонимную функцию, в которой получаем бургер, header бургер и body. Document body. При клике на бургер будет выполняться функция, которой бургеру будет добавляться либо удаляться класс Active, и body также с помощью метода toggle будем добавлять либо убирать класс меню open. Вот и все. Проверяем. Видим, что body добавился класс меню open и наша стрелочка появилась. Отлично. Теперь для нашего меню все ненужное можно удалить. Меню body. При разрешении меньше 550 мы делаем меню фиксированным. Топ 0, left 0, на всю ширину, на всю высоту экрана и overflow auto. Добавим паддинга, к примеру, 100, 15, 30 пикселей. Далее для меню лист меняем расположение колонку, добавляем отступ 20 пикселей, делаем сами меню покрупнее, 30 пикселей, попробуем. В принципе, нормально. И выравниваем по центру. Зададим фон
для меню. Изначально будем скрывать transform. Зададим плавность появления. И при наличии класса у body меню open мы будем менять меню body. Меню то есть показывать. Пробуем. Видим, что меню работает. Но лучше всего задать фиксированные размеры для самого меню, просто чтобы вывести его из потока. Так, видим теперь, что благодаря скрытию меню у нас освободилось место. И до определенного момента у нас все хорошо, то есть логотип по центру. Но на 370 примерно пикселей у нас все немного уезжает. Это не проблема, мы можем попробовать уменьшить сам логотип header лого. Давайте, наверное, так и сделаем. На мобильном разрешении header логу AMG. Сейчас у нас 121. Мы можем задать ширину 100 пикселей. Хорошо. И немного уменьшить отступы в наших иконках. Actions Header. Column Gap. 15 пикселей попробуем. Да, видим, что расстояние достаточно для того, чтобы нажать пальцем. В принципе, его хватает. И логотип строго по центру. Наше меню открывается по нажатию на бургер. Видим большие пункты меню. Можно их немножко уменьшить, но в целом неплохо. Для того, чтобы пользователь смог быстро нажать на нужную ссылку. Давайте немного уменьшим все-таки меню link 25 пикселей. Только не column gap, а font size 25 пикселей. Ну да, так, наверное, будет получше. Так, шапка готова. Теперь мы можем перейти к главному блоку. Он у нас представляет собой фон и текстовую часть, которая состоит из заголовка, текст и ссылка. Давайте сразу скопируем, точнее загрузим себе изображение. AMG background и приступим к структуре. Создадим section с классом hero. В нее будет контейнер.
котором будет размещаться контент, а внутри контента будет заголовок, title, h1, текст, параграф, и ссылка, линк. Также давайте посмотрим, нет ли у нас такой же ссылки с похожими параметрами 50, 24. Есть черные, но это не проблема. Размер шрифта 16. Мы спокойно сможем задать один класс, но с разными модификаторами для разных ссылок. Это облегчит нашу верстку, сделает ее более компонентно разделенной. И для Hero добавим картинку, чтобы кто угодно мог менять ее через админку. AMG, BG, background. Добавим класс BG. Скопируем в стиле. Перенесем все до медиа запросов. Посмотрим, как у нас сейчас выглядит. Да, не совсем то, что надо, но уже неплохо. Для Hero зададим Position Relative. Это индекс 1. Для Background Position Absolute. Depth 0. Object Fit Color. Так, хорошо. Сделаем Hero на всю высоту экрана. Угу. Мы видим, что, скорее всего, шапки мы не задали фон. Да, background белый. Ага, супер. Теперь для нашего изображения зададим z-индекс -1. Чтобы увидеть текст, сейчас он, скорее всего, сверху расположен. Да, он сейчас под шапкой, поэтому мы его не видим. Посмотрим отступы. 117 пикселей. Но тут за счет баннера 36. 117 плюс 36. 153 пикселя сверху. Так, padding топ. 153 пикселя. Так, видим, что текст появился. Зададим цвет для заголовка белый. Размер шрифта 66. Line height.
ограничим по ширине 401 пикселей. Можно чуть больше сделать. 405, например. Да. Добавим отступ вниз 38 пикселей. Для текста 24 пикселя у нас по умолчанию. Line height. Nil это space небольшой. Ограничим весь контент на 501 пиксель. От текста 35 пикселей вниз. Смотрим. Угу. Только цвет белый. Далее. Линк. Линк мы с вами договорились, что будет отдельным блоком. Поэтому добавим общий стиль для линк. Можем где-нибудь повыше сделать. Общий стиль будет у нас белого цвета. Сверху справа 50, слева 50. Сверху пусть будет 20 пикселей. Фон черный. Border радиус вот такой. Расположим по центру. Угу. Так, попробуем меньше сделать паддинг. Да. Это ближе к правде, но можно еще попробовать 12. Угу. Хорошо. Размер шрифта укажем 16 пикселей. 16 пикселей. Угу. И укажем модификатор white. Для белой кнопки мы укажем фон белый, а текст черный. И паддинги немного другие. 24. 24, 12. Давайте попробуем так. Добавим в HTML. И проверим. Видим, что все в соответствии с макетом. При наведении белая кнопка будет менять свой фон и цвет. Соответственно, наоборот, будет черного цвета, а текст белого цвета. Угу. И не забудем про плавность. Отлично. А обычная ссылка у нас будет наоборот. Фон белый, цвет черный. Так.
хорошо. Теперь расположим наш блок с текстом справа. Нет, hero контейнер как раз нам понадобится. Сделаем display flex и расположим в конце. Вот, видим, что у нас есть определенная схожесть с макетом. Единственная наша картинка начинается четко под шапкой. Значит, нам нужно именно что? Отступ внешний. Мы указали внутренний, и поэтому картинка осталась под шапкой. Мы укажем внешний 72 плюс 36. 108, да, если не ошибаюсь. Зададим margin top 108 пикселей. И внутренний отступ 45 пикселей. Проверяем. Да. Все хорошо. Единственное, мы можем все-таки сделать не на весь экран, потому что на весь экран у нас никак не получается. Нам остается задать только высоту этого блока 810. Давайте попробуем. Минимальная высота 810 пикселей. Именно минимальная. Это важно, потому что нельзя фиксировать блоки высотой конкретной. Высота всегда может быть больше. Контента всегда может быть больше. Так. Видим, что не совсем так, как по макету. Ага. Мы не совсем так из-за того, что макет предназначен для разрешений 1440. Мы увидим, что все именно так у нас. А так как у меня размер экрана 1870, то, соответственно, изображение растягивается и по всей высоте, которую я задал, и становится немного больше. Итак, начнем. Приступим к адаптиву. Видим, что до планшета у нас в принципе все неплохо. Единственное, мы можем уменьшить высоту картинки. Попробуем сделать ее 500 пикселей, это слишком мало, наверное. Давайте 600. Да, 600 будет получше. И я бы немного затемнил фон, чтобы текст был больше заметен. Для этого на разрешении меньшем 991,98 мы меняем минимальную высоту нашего блока. Min height 610 пикселей. Попробуем. И добавляем небольшую плашку.
6. Так, забыл контент указать. Z-индекс -1, и тогда для фона Z-индекс -2. Он будет ниже нашей плашки. Угу. Видим, что слишком переборщил. Попробуем вот так. Вот так, я думаю, будет лучше. Текст читабельный. Можно сделать чуть меньше шрифт. Допустим, 50 пикселей. Угу. Хорошо. И сам текст тоже немного уменьшим. Он у нас 24. Пусть будет 20 пикселей. Так, хорошо. Можем еще больше ограничить наш блок. Сделать его 400 пикселей, допустим. Угу. Единственный момент, то что наши люди не по центру экрана. Сейчас девушка пропадет в какой-то момент, но это легко исправить. Мы сделаем меньше высоту нашего блока. Давайте посмотрим. Сейчас у нас 610. Попробуем 510. Надо еще чуть-чуть меньше. Вот, мне кажется, 420 будет отлично. И заодно уменьшим заголовок. До 35 попробуем. 35. Текст. Не помню, у нас было, кажется, 24, 18. Попробуем. 18. Угу. И немножко надо затемнить фон, чтобы лучше было видно наш текст. Before. Вот. Вот теперь уже стало намного лучше. Теперь мы перейдем к следующему блоку. Слайдер наших товаров. Сверстав его, мы, можно сказать, сверстаем два блока сразу. Это хорошо. Видим повторяющиеся элементы, повторяющиеся ссылки, заголовки также. Они все чуть-чуть разного размера, но по идее их можно привести и к одному. Я думаю, небольшая будет проблема. Допустим, 60 пикселей. Либо 61. Можем записать отдельным блоком.
для общих стилей, там где link записан, только для заголовка. 60 пикселей. Line height 190%. И небольшой отступ между буквами. Хорошо, теперь приступим к написанию кода для второго блока. Как мы его назовем? Назовем его Product Slider. Почему бы и нет? Product Slider. Внутри него будет, соответственно, контейнер. Внутри контейнера расположена верхняя часть. Вот наш сам блок, разделен на верхнюю часть и слайдер. Слайдер, в свою очередь, разделен на несколько слайдов. Первый, второй. Первый слайд имеет картинку, заголовок и текст. Второй так же само, и еще остаются две кнопки. Отлично. Структура в целом в голове уже поместилась. Запишем header h2 title class title, для которого у нас уже записаны стили. И ссылку, для которой также есть общие стили. Она у нас обычная, с черным фоном. Ниже шапки будет расположен слайдер. Найдем структуру для нашего слайдера. Для этого я в Google вбил Swiper.js и перешел в документацию. Get started. Так, подключение, и вот HTML структура. Можем ее скопировать, вставить и добавить наши классы. Swiper, wrapper, slide. Пагинации у нас не будет. Кнопки у нас есть. Пусть будут это кнопки. Button type button. Button type button. Scroll бара у нас также не будет. Так, давайте для одного слайда сначала будем записывать. Комментарии, в принципе, нам не нужны. Я их удаляю в слайдере. Давайте перейдем в новый класс. Slide Products. И посмотрим, что у нас внутри. Картинка, заголовок и описание. Информация о доступных цветах. Хорошо. Картинка. Заголовок. Но обязательно делаем картинку и заголовок ссылкой, так как это определенный товар, который рекламируют на главной странице, и мы можем перейти на отдельную страницу этого товара.
это заголовок. И, вернее, это ссылка. И ниже также ссылка, внутри которой будет заголовок. Slide Products Link. Заголовком. И ниже описание. Описание инфо. Цифру сразу можем взять спан, потому что в дальнейшем это все будет интегрироваться, и это число будет заменяться. Далее для картинки мы сейчас скачаем отдельно PNG-PK. Добавим папку Product Slider. Первое изображение. И второе. Укажем путь. Image. Можем сразу добавить второй слайд. Так, если я ничего не перепутал. Так, слайдер, слайд. Да, все верно. Отдельный слайд. Картинка будет отличаться. Заголовок. И количество цветов. Просто можем 4 поставить. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Супер. Супер, все отлично. Картинки добавились. Единственное, нам еще нужно скачать иконку для кнопки. Выделим ее. Выберем SVG. Icons. BTN. Arrow. Пусть будет стрелка. Так. Хорошо. И мы можем перейти уже к стилизации. Ненужные классы сразу удаляем. Title и link. Мы их уже записывали. Для нашего блока паддинг 83 сверху. Тут у нас 92. Восемьдесят три. Мы можем задать отступы конкретно этим блоком, так как у этих двух одинаковых их по сути нет. Если только верхний. 83. Ну да, 83 можем задать. Так. 83 пикселя. И вниз мы можем добавить 84, но только если он не последний. Not last child. (83 пикселя). Далее для хедера пропишем display flex
Разведем их по углам. Добавим отступ безопасности. Угу. Отлично. И добавим вниз 18 получается, да? 18 пикселей. Слайдер линк нам также не нужны. Теперь будем подключать наш свайпер. Для этого в строке поиска нужно ввести cdn swiper.js и перейти по первой ссылке. Копируем, вставляем наш индекс HTML, указывая путь, скрипт и наш путь к файлу swiper.min.js. То же самое сделаем со стилями. Style, CSS, скопировали. Добавляем линк и указываем путь до стилей через CDN. Так, теперь нам нужно проверить, на борту ли наш свайпер. Для этого копируем инициализацию свайпера, поменяем класс. Тут указан свайпер, у нас класс немножко другой. Вот он. Угу. Так, если ошибок никаких нету, то вроде как мы все правильно сделали. Так, видим ошибку, но это не страшно. Сейчас попробуем разобраться, сравнить со структурой. Свайпер, свайпер, враппер. Свайпер. Единственное, у нас свайпер и свайпер враппер не представлены отдельными классами. Давайте переименуем немножко слайдер. И теперь также для свайпер слайда сделаем отдельным классом. И посмотрим, исчезнет ли ошибка у нас теперь. Скопируем слайдер. Смотрим. Видим, ошибки нет. Также во втором слайде произведем те же манипуляции. Видим, что наш слайдер заработал. По умолчанию показывается только один слайд. Сейчас мы это исправим. Итак, для того, чтобы изменить настройки слайдера, мы опять заходим в script.js и прописываем количество слайдов, которые будут показаны. Сейчас у нас 3, я добавлю 2. Отступ между ними 30 я указал. По макету у нас его... нет, есть. Отступ 2 пикселя. Хорошо. И добавим наши кнопки с правильными классами. Next. Ref и Next. Видим, у нас
2 слайда. Можем добавить третий для примера, чтобы узнать, что у нас все точно работает. Хорошо. Теперь стилизуем наши слайды. Высота наших изображений 772 пикселя. Укажем. Image AMG. 72 пикселя. Object Width Cover. Для того, чтобы он растянулся. Далее добавим отступ по 12 пикселей. Для заголовка укажем 22 пикселя. И line height 136%. Так как это ссылка, она у нас строчная, сделаем ее блочной, чтобы добавить отступ вниз 13 пикселей. И информация у нас будет 12 пикселей с line height и вот таким цветом. Смотрим. Видим. Все окей, кроме отступа от изображения. Оно у нас также ссылка. И также строчная. Вот сейчас мы видим очень близко к макету. Единственное, то, что у нас изображение, высоту мы задали, но оно у нас не на всю ширину. Да, это также мы поправим. Вид 100%. И теперь вот как раз между ними небольшой отступ 2 пикселя. Теперь перейдем к нашим кнопкам. Можно им добавить отдельный класс. Например, BTN слайдер. BTN слайдер. И по нему уже добавлять icons row svg. Она у нас будет, смотрим размеры, 17,4 на 15,6. Вид 17,4. Height 15,6 пикселей. Contain. Так, сейчас мы ее пока что не увидим. Вот они. Пока что не видим наши кнопки, но, видимо, это из-за того, что мы не так указали путь. Нам нужно вернуться и зайти в AMG. Хорошо, теперь нам нужно их правильно расположить. Они у нас строго по центру слайдера. Я обычно в таких случаях добавляю еще оболочку для слайдера.
без нее мы не увидим наши кнопки, потому что у слайдера все, что за пределами, обычно скрыто. Так, добавим перед слайдером wrap слайдер. Угу. Так, wrap слайдер. Position relative. Наша кнопка будет абсолютной. Сверху расположим ее по центру. Слева 0. Справа попробуем сначала 0. Угу. Так, сейчас мы их не видим. Почему? Угу. Ясно. Еще причина в том, что наши кнопки расположены внутри слайдера. Нам нужно их вынести. Мы можем их спокойно ставить в любое место, какое захотим. Вот как раз перед оболочкой добавим. И сейчас мы их должны как-то увидеть. Да. Все отлично. Просто они немножко спрятались за слайдером. Это не проблема. Мы также еще видим, есть отступ небольшой от контейнера на 32 пикселя. Давайте его добавим для слайдера. Margin 32 пикселя. Так, видим, что не совсем применился наш стиль. Слайдер header, слайдер. Слайдер. Попробуем применить. Видим, что у нас все получилось. Кнопки работают уже. Это хорошо. Нам остается их перевернуть и немного расставить в нужном месте, в нужных местах. Для предыдущей кнопки мы сделаем поворот на 180 градусов. Отлично. И теперь добавим отступ. Отступ у нас тут довольно-таки большой, 92 пикселя. Сейчас left 0. Добавим минус 50. Для начала посмотрим. Мне кажется, этого вполне достаточно. Минус 50. И right также минус 50. Хорошо. Также можем добавить небольшой эффект при наведении на картинку. Для этого AMG
При хавере на image ing transform scale 1.1. Угу. Отлично. И добавим плавности. Плавное увеличение. Можно еще даже больше добавить. 5 миллисекунд. Точнее 500 миллисекунд. Отлично. Мне нравится. Все плавно. И добавить хавер на ссылку на заголовок нашего товара. Угу. Видим, что из-за того, что он дисплей-блок, то он расширился полностью на всю ширину. Это не совсем то, что нам нужно. И поправим это с помощью, конечно же, inline-блок. Видим, что только при наведении на эту область самого текста наша ссылка выделяется. Хорошо, давайте смотреть адаптив. Так, до определенного момента у нас все неплохо. До планшета даже, скорее всего, все более-менее, кроме кнопок. Кнопки сейчас мы поправим на 1320. Наши кнопки будут слева на 10, справа тоже на 10. Угу. Хорошо, как раз дойдем до планшетной версии. И теперь мы можем уменьшать высоту нашего слайда. Давайте найдем. Вот. Высота. Пусть будет 572. Угу. Отлично. Как раз можем дойти до мобильной версии. И уже на мобильной уменьшать еще больше. Заголовок, в принципе, можно чуть-чуть уменьшить на планшете. Пусть будет 50 пикселей. И на мобильной мы также уменьшим высоту. До 372 попробуем. Чуть выше.
Угу. Супер. Уменьшим заголовок до 40. Также можно уменьшить паддинги на кнопке. В принципе, не мешало бы. 550, да, 550. Так, видим проскок небольшой. Это из-за того, что мы указали в шапке. Угу. Наш бургер появляется только на 549, а должен появиться на 550. Давайте поправим этот момент. 540, 551. Вот. Угу. Все отлично. И тут либо нам делать в колонку заголовок и кнопку, либо уменьшать. Давайте, скорее всего, все-таки в колонку расположим. Попробуем. Хедер. Где наш хедер? Так, это я уже далеко пошел. Product Slider Header. На 550 Flex Direction Column. Угу. Ну, в принципе, неплохо, наверное, да, наверное, неплохо. И на мобильном разрешении мы сделаем все-таки один слайд. Делается это с помощью брейкпоинтов. Мы также в слайдере можем их задавать. Выше 479 у нас будет слайдерс 2. А все, что ниже от 320, да, количество слайдеров 1. Проверяем, да, видим один слайд. Можем сделать его меньшей высотой. К примеру, 350. Да, видим, что обрезается картинка. Не совсем красиво. Обрезается буквально на пару пикселей, но это также не есть хорошо. Попробуем чуть-чуть сначала увеличить. И на 375 все-таки ее уменьшим.
380 пикселей, я думаю, в самый раз. И как раз можно немножко убрать отступы по краям. Либо их оставить, но... Да, давайте лучше оставим. Но сами кнопки, наши стрелочки, вернем чуть-чуть назад. Вот так. Я думаю, хорошо. Я думаю, даже из заголовок смотрится неплохо. И в целом блок у нас получился очень даже, во-первых, надежным, во-вторых, удобным для пользователя. Подправим немного отступы сверху. На мобилке берем паддинг, делаем его чуть меньше. Так, вот он, 83 пикселя. На мобильном сделаем 70. И здесь можно 40 оставить смело. Я думаю, будет неплохо смотреться. Можно сделать по центру заголовок и текст. Тут, как говорится, на любителя. Хорошо, мы с вами реализовали, можно сказать, 2 блока. И сейчас нам остается совсем чуть-чуть. Сейчас должно все быстрее гораздо пойти. Этот блок, он максимально простой, но в то же время полезный. Как мы его назовем? Назовем его Products Blocks. Section Blocks. Контейнер. И внутри контейнера у нас будут маленькие такие блочки, блок. Блок Products. Можем так и оставить, блок Products. В нем будет контентная часть и изображение. В контентной части будет заголовок H3, текст и ссылка. Перенесем. Да, видим, что ссылка немного меньше по отступам. Она отличается от той, которую мы реализовывали, но ничего страшного, мы это быстро поправим. Скачаем сразу картинки. Product Blocks. Первая. Вторая. И третья.
Подключим их. И сразу мы можем добавить еще несколько блоков. Изменить в них контент, ссылки, название, изображение, заголовки, и добавим сразу же модификатор. Второй блок у нас будет отличаться. Перенесем в стиле CSS. Ненужные сразу удалим. Посмотрим, что у нас уже есть. Так, неплохо. Видим, отступ появился. Сразу же посмотрим отступ вниз. 84 пикселя. Так и запишем. Между нашими блоками 84 также, но внешний отступ. Сделаем их флекс контейнерами. И я вам сразу покажу, для чего я добавлял модификатор. А на самом деле все максимально просто. Нам нужно изменить расположение картинки и контента. Сделать это можно с помощью направления Flex Direction. А именно повернуть нашу строку Row Reverse. И видим буквально за несколько секунд у нас получается такой вот красивый блок. Остается подправить заголовки и разместить по центру. Отступ везде разный, мы видим. Ну, давайте все-таки, наверное, 72 оставим. Заголовки. Заголовки у нас все одинаковые. Мы уже стилизовали их. И добавим класс Title. Единственное, видим громадный line height, межстрочный интервал. Сейчас посмотрим. 123% тут у нас. Вот. Так будет лучше. Добавим отступ с 38 пикселей. (129) для текста line height.
и межстрочный, вернее, отступ между буквами. 35 пикселей от текста. И ссылки у нас будут с внутренними отступами 24 пикселей. Угу. Так, видим момент с черными. Сейчас мы это дело все поправим. А поправить это просто. Мы поменяем цвет при наведении фона на синий. Для ссылок. И цвет текста белый. Мы видим, все красиво смотрится. Буквально в несколько секунд мы сверстали с вами целый блок. Единственное, давайте добавим еще надежности. Наше изображение будет шириной 582 пикселя. Это важно. Контентная часть 522, 533. Угу. Хорошо. И зададим высоту нашим изображением 776. Вид 100%. Object Width Color. Смотрим на адаптив. Видим, как по чуть-чуть изменяется ширина изображений. До планшета у нас, видим, все очень даже неплохо. Единственное, я бы уменьшил высоту, но уже после планшета. Зададим высоту 500 пикселей, попробуем. Давайте 550. Вот, неплохо. Тут у нас все неплохо выглядит. Вот, скорее всего, нужно будет уменьшить изображение на 650, наверное, хотя бы. Сделать его хотя бы 500 пикселей. Вот, так будет лучше, чтобы дойти до 550. Либо есть еще вариант. У нас же тут отступ 72 пикселя. Конечно, надо его уменьшить на мобильной версии. Блок Products. Уменьшим отступ до 45
пикселей. Вот, видим, изображение как раз у нас расширилось. И мы спокойно можем дойти до 550. И теперь уже... Ага, не заметил момент со ссылкой. Ссылку нужно обязательно сделать запретить ей переноситься. No wrap. И тогда мы сможем дойти до 550. Есть ли смысл в этом? Давайте лучше дойдем до 600 вот как раз и перестроим нашу конструкцию в колонку. Блок Products. $600 пикселей. Flex Direction Column. И нам также нужно кое-что еще поправить. Указать все, что выше 600 пикселей, мы поправляем именно ширины Flex элементов. Указываем отступы. И для ссылок, как я вижу, у нас не задан display inline блок. Поэтому изображения упираются. Либо. Да, еще чуть-чуть мы упустили пару важных моментов с вами. А именно, в этом блоке перечислены товары и ссылки на них. И как обычно бывает в магазинах, в заголовок есть ссылка и изображение также ссылка. Скорее всего, в этом случае именно так и есть. Давайте поправим изображение. Сделаем ссылкой. И заголовки также обернем ссылки. Либо нет. Давайте оставим все-таки заголовки заголовками. Тут, скорее всего, немного другая конструкция, но изображение в любом случае давайте оставим. Потому что пользователь захочет кликнуть и перейти на товар, либо в этот магазин. Попробуем сделать блочным и видим, что как раз картинка отходит от ссылки. Найдем наш линк, сделаем display inline блок. Супер. Изображение мы сделаем всю ширину и изменим высоту. Высота у нас будет
наверное, 380 пикселей. Попробуем так. Угу. Image. Height 380 пикселей. Row Gap обязательно добавим отступ 25 пикселей. Еще добавим отступы, точнее сократим отступы от заголовков и от текста, потому что они слишком уж большие. Это не дело. Так. Угу. 38 меняем на 20. И от текста можем также поставить, пусть будет 25 пикселей. Угу. Так. Так. Image. Сделаем блочным элементом. Сначала найдем Image. Угу. Попробуем расширить на всю ширину. В принципе неплохо. Единственное, у нас теряется тогда надпись. Если только играться с высотой. А надпись это важно, поэтому давайте оставим так. И расположим только по центру наши блоки. Text Line Center. Вот. Сначала у нас будет идти текст, текстовая часть, потом изображение, потом опять текст, изображение, текст, изображение. Угу. И отступы между ними также давайте убавим. 84 это слишком большой. Сделаем 60. Вот. Угу, уже получше. Посмотрим, как на мобильном будет смотреться. В принципе, неплохо. Неплохо, главное, что текст читабельный. Ничего страшного, что не на всю ширину. Мы можем сделать также ссылки. Единственное, но есть ли в этом смысл? В принципе, меня устраивает такая версия, такой вариант. Также еще можем добавить немного плавности при наведении, такой же, как мы сделали в слайдере. Давайте поправим это быстро. Для изображений и Overflow Hidden. Отлично. Есть контакт с пользователем. Это здорово. Далее нам остается два небольших блока. Один текстовый, второй с двумя ссылками.
но на всю ширину экрана. Это интересно. Так, давайте приступим сначала к этому небольшому, но очень интересному блоку. Он состоит из двух ссылок, каждый из которых есть свой заголовок. Так, в индекс HTML создадим новую секцию, назовем ее Shops. Добавим контейнер. Да. Контейнер нам как раз таки тут не нужен. Здесь мы сразу же начнем добавлять ссылки. В ссылке у нас будет изображение, которое мы поставим на фон. И заголовок для ссылки. Пусть будет H3. Ах, вот оно что. Мы видим, что это просто картинки. Ну ничего, так даже еще проще будет для нас. Мы просто скачаем картинку, создадим новую папку Shops и скачаем вторую картинку. Укажем к ней путь. Так, смотрим. Отлично. Нам остается совсем чуть-чуть подправить, буквально пару стилей. Shops. Сделаем flex контейнером и расположим по центру. Мы видим, что в моем случае этот блок не на всю ширину, но я думаю, это не критично. Посмотрим, есть ли отступ между ними в 3 пикселя. Сами наши ссылки будут блочными, и изображения внутри них будут на всю ширину. Максимально на всю ширину. И по высоте 719 пикселей. Так, добавим отступ еще вниз. 72 пикселя. Можно с помощью паддинга, можно с помощью маржина. Тут, по идее, большой разницы нету. Именно в этом случае. Посмотрим, что у нас получится при адаптиве. Видим, что наши картинки сжимаются потихоньку. Как раз они дойдут до планшета сейчас.
Есть. И уже на планшете мы можем уменьшать их высоту. Так. 719. 519 посмотрим. Угу. Так, видим, что тут очень громоздкие отступы. Надо поправить от предыдущего блока. Blocks Products. Так. Ага. Products Blocks. Так. Немножко я потерялся. Вот. 64 добавим. Вот, уже поменьше, наверное, даже еще меньше можно. Смело. Угу. Я понял, из-за чего. Из-за чего это происходит. Из-за того, что мы задали отступ всем блокам. Сейчас мы это поправим. Products Blocks. Блок. Угу. Но мы должны задать всем, кроме последнего. Последний блок у нас вот, как раз все как должно быть. Теперь отступ мы попробуем даже не исправлять у самого блока. Должно быть все отлично, да. Да, между самими блоками, вот да. Сейчас поправим, сделаем меньше отступ. Делаем 54 пикселя. Вот, супер. Так, теперь движемся дальше. На мобильной версии можем еще уменьшить. До 400. И на 600 сделаем еще меньше. 380 пикселей. На мобилке мы смело можем делать их в колонку. Shops. Flex Direction Column. Отлично. Shops Link. Padding Bottom. Угу. Интересно. Ага, видимо, я не туда добавил отступ. Ну, ничего страшного. Сейчас поправим. Вот сюда. Угу. И Raw Gap сразу можно здесь прописать. У них также 3 пикселя. Поэтому с помощью свойства Gap нам достаточно указать 3 пикселя.
Все-таки хотелось бы, да, на всю ширину сделать. Попробуем. Попробуем, но видим, что не совсем помещается текст. Если только 450 пикселей. Что ж, давайте так и сделаем все-таки. Но 400 это новый медиа запрос у нас будет. Будем расширять наши блоки. Слайдер, в принципе, можно так и оставить. Отлично. И уменьшить отступы. Угу. Max bit. На 600 также изменить отступы. Только для последнего, точнее, кроме последнего элемента. И в принципе между блоками самими отлично хватает места и пространства. Также попробуем их увеличить при наведении. Можно записать даже в одно выражение. Угу. И для AMG плавности добавим. Для самой ссылки Overflow Hidden. Супер. Теперь остается совсем немного. Мы уже на финальном пути. Добавим текста. Our Story. Можем так и назвать блок. Story. Тут у нас будет контейнер ограничивающий и текст. Текст, в котором может быть несколько параграфов. Будем думать и об этом. И ссылка. Ссылка, хэштег. Story. Хэштег. Ниже этой ссылки будет еще одна. Со стрелкой. Угу. Отлично. Идем в Style CSS. Добавим отступ вниз. 84 пикселя.
Сам текст у нас будет очень крупным, 71 пиксель. До хэштега 1 пиксель расстояние. В принципе, можно не указывать. Сам текст будет слева. Ага. Так. Ну да, все правильно. Ссылка. Онлайн-блог. И хэштег также inline-блог. Можно все это дело разместить в колонку, попробовать. Ага, в принципе, да, нам нет необходимости. Если только ссылки. Ну да, давайте оставим. Отступ. Между ними 28 пикселей. Угу. Сам хэштег. Вот, наконец-то нам пригодилась жирность FunWeight 700. Не зря мы подключали 64 пикселя. Line height. Угу. Так, сразу сделаем наведение для color. И нам остается только ссылка снизу. Можем сделать ее Line Flex и добавить псевдоэлемент. Icons, Arrow, SVG. Угу. Так, шириной 1741, 1556. В принципе, такая же, как и была. 17 пикселей. Height 15 пикселей. Так. Display блок. И контент. Угу. Line Items Center. 10 пикселей расстояния. И при наведении мы можем также добавить небольшую анимацию. Для псевдоэлемента будем немного его сдвигать в бок. Буквально несколько пикселей. Так, hover.
Угу. Можно на 3 пикселя. Отлично. Делаем адаптив. Текст огроменный, конечно, но в то же время интересная задумка. На планшете будем уменьшать. Да, еще забыли мы добавить отступа на всякий случай для наших параграфов, потому что их может быть несколько. Story текст. Для параграфов всех, кроме последнего, добавим отступ, пусть будет 10 пикселей. И теперь мы будем на планшете менять шрифт. 71 на 56 пикселей. Угу. Хэштег также уменьшим. 64. 64. Пятьдесят 8 пикселей посмотрим. Угу. На мобилке еще уменьшим. 46, 48. И на наших смартфонах сорок два. Великовато. 35, 37, даже 35. Вот это уже что-то близкое. Сделаем меньше отступ в контейнере. Двадцать 8 пикселей. 20 пикселей. И теперь все, что нам остается, это скопировать наш слайдер, который у нас есть, и поменять только в нем контент. Заголовок, название ссылки, картинки и все. Давайте это сделаем. Найдем наш слайдер. Скопируем его и вставим. Посмотрим. Да, отлично. Так, отступы мы сверху здесь еще поправим. Это не проблема. Давайте поменяем сразу контент. Название кнопки нашей ссылки, вернее. Слайд. У нас их тут 3. Сразу скопируем изображение к себе в папку. Product Slider.
3 и 4. Поменяем номер нашей картинки. 3, 4 и для третьей тоже, допустим, 3. Пусть будет. Так, свернем, чтобы нам не мешало ничего. Перенесем все в код. Ага, да. Вот единственный момент. Здесь поменялись местами наши блоки. Но это также не беда. Можно легко их в коде изменить. Так, скопируем, ставим. Скопируем и вставим. Посмотрим. Так, давайте сразу поправим отступы. Уберем здесь ненужные сверху для Product Slider. Сделаем это по отдельному модификатору. Так, добавили модификатор. И теперь для второго модификатора с цифрой 2 мы берем padding top. Супер. И давайте посмотрим, все ли у нас хорошо на адаптиве. Видим, что текст немного не вписывается в ширину. Придется это поправить. Да, вот зато на мобильном практически идеально. Что ж, давайте поправим. Так, и видим еще один отступ сверху. Также уберем его у второго слайдера. Угу. И тут можно уменьшить отступ. 84. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы текст на картинке вписался в ширину. Скорее всего, нам нужно поиграться с высотой. Так. Угу. 600 пикселей. Попробуем задать 600 пикселей на 1160.
1160. Высота слайда 560 пикселей. А если 600? 600 уже получше. Намного получше. Видим, что до 900 у нас все влазит. Но потом снова проблемы. Уменьшаем еще. До 500. Отлично. Хорошо. И практически на 630 надо чуть раньше начинать. Также изменять высоту. $365. Либо здесь еще можно поиграться с отступами. По 15 пикселей мы можем уже сделать на мобильной версии. Product Slider. Margin 15 пикселей слева, справа. До 600 практически все читабельно. И на 600 мы будем снова уменьшать. До 360. Так, попробуем. На 600 до 360 и на 560 делаем новую высоту, еще немножко изменим, 286. Даже можно на 550. Отлично. И переходим в один слайд, где у нас текст абсолютно читабелен. Эта проблема решается двумя способами. Либо ограничивается по ширине заголовок, либо использовать flex wrap, то есть переносить элементы при соприкосновении. Давайте попробовать второй способ. Я решил все-таки проверим, как он будет в действии. Так, при соприкосновении мы сразу видим перенос ссылки.
Можем сразу сделать по центру на мобильной версии. Header. По центру. Угу. И сразу перенос видим по центру. И они превратились в колонку. Так, можно уменьшить заголовок еще до 35. Свободно можно. Отлично. Так, сейчас мы поправим. На заголовок. Размер шрифта 35 пикселей. Угу. Так, у последнего блока тут практически нет отступа вниз. Но все-таки давайте добавим хотя бы 20 пикселей. Product Slider 2. Padding Bar 20 пикселей. Отлично. Проверяем еще раз. Видим, что мы с вами сверстали целый сайт. Поработали со слайдером. Сделали меню адаптивное. Реализовали бургер. Я надеюсь, этот урок был для вас очень полезен. Ставьте лайки, если осилили этот урок до конца, досмотрели и вам было полезно. Вставляйте комментарии, все ли было понятно. Макет на сайт можно будет найти в свободном доступе. Я оставлю его на своем Бусти канале. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующих видео.